final stages of Brendan Hartley. Angus Hall, the victory. Respect for the Mr. Macau, and Mr. Macau is lost in the fray. Guys, slow down already. Here for the Nissan GT Academy team and the Nissan GT Гран-туризмо Спорт – первое пришествие знаменитейшей гоночной серии на текущее поколение игровых систем. Гран-туризмо – это не просто гонка, не просто игра, это настоящая легенда, которая уже 20 лет не только, в общем-то, восхищает игроков своей реалистичностью, но и меняет реальный мир. Мир реальных автомобилей, автопроизводителей. И вот с приходом Гран-туризмо Спорт эта игра окончательно собирается очень сильно изменить мир реального автоспорта. Очень интересно следить за эволюцией Гран-туризма на фоне того, как меняются интересы самого Казунори Ямаути. То есть в первых играх это очень хорошо заметно. Он старался максимально копировать реальность. Игры с самыми крутыми на тот момент машинами. Постепенно появлялось все больше реальных трасс. Одними из первых они сделали северную петлю Нюрбургринга, самую большую и сложную в производстве трассу в компьютерных играх. Гран-туризмо всегда была, не просто, хардкорным, реалистичным игровым симулятором. Это всегда была игра, которая была развернута лицом к игроку. Это единственная игра на Земле, которая могла человек, который вообще не интересуется автоспортом, не интересуется вообще даже машинами, заставить этого человека влюбиться и в то, и в другое, пойти сдать на права, купить машину, ездить на ней практически сразу с автошколы уже сознанием дела, после чего заинтересоваться автогонками и отправиться уже на реальные треки. И это не пустые слова, потому что таким человеком являюсь я. Те, кто меня давно смотрит, знают, что с Гран-туризмо 5, которая, на мой взгляд, первая действительно достигла уже хорошего уровня реалистичности, так, чтобы дать игроку понять, что управлять автомобилем — это реально интересно. Это была первая игра, которая объяснила мне действительно, что автомобилем интересно управлять. И началось все это, сейчас у меня спортивная машина, я гоняю по Нюрбургрингу, я был на Силверстоуне, был на Аскаре, на других треках. Левый поребрик, можете тормозить, теперь правый поребрик, правый поребрик. И это самая главная магия, на которую способна только Гран-туризмо и ее создатель Кадзунори Ямаучи, который уже больше 20 лет фанатично отдаются полностью этому проекту. И это чувствуется в каждой секунде этой игры, этой гонки. Это авторская игра. За ней видно, что стоит сильная персоналия со своим авторским видением, со своим чувством вкуса, стиля, со своими глобальными задачами, которые исходят из его фантазий. Фантазий, в которых видеоигры могут действительно изменить реальный мир и мир реальных автогонок. 行動できる世界がわっと広がるわけですよね。でその気になればどこまでも遠くまで行ける。То есть начиная с 5-го Гран-туризма, они запустили GT Academy, специальную программу, которая готовит реальных гонщиков на основе Гран-туризма, и она до сих пор успешно действует. И благодаря ей действительно появились достойные гонщики. My name is David Griffin, 36 years old, and I'm from Branson, Missouri. My name is Mark Szujewski, I'm from Vladivostok. Другое дело, что в GT Academy приходили участвовать не сколько игроки, сколько просто не до конца состоявшиеся гонщики, которым просто нужно было дополнительное финансирование их карьеры. Но это уже вопрос другой. Главное то, что GT Academy выстрелила, она показала, что игры действительно могут менять реальный мир, что они могут влиять на него, что людей, которые вышли из этой индустрии, из этого мира, их начинают замечать уже в мире автоспорта, что с ними начинают считаться, что вчерашние компьютерные мальчики, как их называли некоторые комментаторы спортивные, теперь, оказывается, могут выигрывать международные соревнования, причем в экипаже с самим Казунори Ямаути, который тоже в те же годы начал активно стартовать в международных гонках, в том числе в 24 часах Нюрбургринга, который он, кстати, выиграл в своем классе на Nissan GT-R, причем в одном экипаже с выпускниками GT Academy. И с тех пор Гран-туризмо продолжает развиваться в этом направлении. 僕はグランツーリスモでドライビングを覚えてから実際にリアルカーを走らせ始めたので。
С шестой части Gran Turismo они начали работать с производителями автомобилей, чтобы те создавали специальные концепты автомобилей будущего, да, которые при этом абсолютно могли бы быть построены, и некоторые из них были построены, могли бы реально ездить, но вот специально для Gran Turismo. И эта история до сих пор развивается и поддерживается производителями. То есть это была не какая-то пиар-акция там, к выходу шестой части. Это действительно, да, такой real deal, real talk, который до сих пор поддерживается как производителями, так и самими разработчиками из Polyphony Digital. Над разработкой концепт-кара Мерседеса для игры, всего лишь для игры, работали 20 инженеров и дизайнеров Мерседеса. То есть это люди, которые все свое рабочее время рисуют и проектируют реальные машины. И если один из крупнейших концернов выделяет такие немалые, в общем-то, и не последние далеко ресурсы на то, чтобы нарисовать, придумать и продумать в деталях автомобиль для игры, то это значит, что в автомобильном мире смотрят на игровую индустрию теперь как на равных. Все это благодаря Gran Turismo, все это благодаря Казунори Ямаути. 自動車っていうものが、もっと魅力的なものに進化していく上で、なんかほんの少しでも僕らが力になれたら、手助けできたら、そんな幸せなことはないと思ってますね。 И с выходом Gran Turismo Sport они шагают еще дальше. Есть такая организация международная FIA, да, с родиной во Франции, где, собственно, и придумали, что гонки должны быть серьезным мероприятием. И глобальная идея Кадзунори Ямаучи для Gran Turismo Sport — это то, что гонщики виртуальные, у которых нету там денег, да, на участие в реальных гонках, они вкладываются во многом, да, не хуже реальных гонщиков. Да, у них нет там физических нагрузок, но эмоциональные нагрузки, да, там, тренировки, все это, в принципе, сопоставимо с реальной жизнью, и надо бы этих гонщиков, в общем-то, поощрять. It's a way for us to win on a way that doesn't have a lot of risk involved, but we can really get that psychological thrill. И должен быть не только реальный чемпионат FIA в мире, но и виртуальный. И это абсолютно официальная история. Они собираются с этой игрой сделать виртуальных пилотов столь же значимыми, как и реальных. Да? То есть они будут награждаться в тех же холлах, что и реальные гонщики FIA. И, собственно, сами даты соревнований будут примерно те же. То есть подумайте, любой владелец PlayStation 4, который купит игру, сможет участвовать в официально признанных соревнованиях FIA, Международной Федерации Автоспорта, побеждать в них и получать потом свою награду, свой кубок, стоя в смокинге рядом с Льюисом Хэмилтоном на церемонии награждения FIA в Париже. Если вот это не прорыв, то я даже не знаю просто, что это. С другой стороны, нужно понимать, это не седьмая часть. И я, честно, Gran Turismo Sport не сильно ждал. Потому что я, на самом деле, с огромным скепсисом относился к этой игре. Почему? Ну, причина простая. Я люблю Gran Turismo как раз вот за его масштабы. То, что там 1000 с лишним машин, что там миллион трасс, что эта игра просто за ручку, да, тебя учит водить машину, дает тебе какие-то интересные челленджи. У тебя там огромная навороченная карьера с самыми разными машинами, с самыми разными соревнованиями, в которых ты оттачиваешь собственное мастерство. Ты начинаешь вообще с того, что пытаешься врубить, что такое машина и как ей управлять, и доходишь до супер прототипов каких-то. From here, you will be learning to corner with an emphasis on acceleration at a corner exit. И на самом деле самое интересное всегда во всех Gran Turismo для меня была вот эта первая часть игры, которая до аналогов, вот, да, прототипов Лимана, до суперкаров каких-то диких. Я больше всего всегда любил ездить на абсолютно неуправляемых машинах, либо это там малолитражках, либо древних спорткарах, каких-нибудь там 60-х, 70-х годов Lamborghini или старых маслонкарах, и пытаться вот на них их настраивать, да, и что-то делать на треках интересное. Эта игра очень глубокая, которая тебе позволяет прям-таки зарыться, да, во всю эту автомобильную тематику, даже немножко тюнинг, и постоянно, да, она вот ставит тебе новые задачи. И вот Gran Turismo Sport, который только про спорт, вот про эти спортивные гонки по трекам, ну, он мне казался таким слишком узким, обрубленным относительно большой игры. И что меня больше всего волновало, то, что Кадзунори Ямаути, он такой человек, да, это действительно его авторская игра, и видно, что, начиная примерно с Gran Turismo 5, он всерьез увлекся реальным автоспортом.
И было вот ощущение, что эта часть превозмогает над ним, ему уже не так интересно делать саму игру, сколько вот продвигать вот это видение Гран-туризма, то, что вот видеоигры могут действительно изменить реальность. И в какой-то момент мне стало казаться вообще, что ему, наверное, может, игру не так интересно делать, как вот весь проект Гран-туризма в целом, и клонить его именно в сторону автоспорта, чтобы заинтересовывать людей именно в гонках. Не просто в автомобилях, а в гонках. He races, which puts him at a different level, so he understands what he's doing. So it's not just simulating it, he actually has a reference point of what real racing is about. And when you have that reference point and you figure that that's going in the game. Но тут надо сказать, что не все, но очень многие мои сомнения были развеяны вот просто сразу после запуска Gran Turismo Sport. Да, отчасти сомнения вот эти подтвердились. Это действительно игра, на самом деле, не для всех, хотя они пытаются спозиционировать, она пытается донести мысль, что гонки, не просто, автомобили, езда на них, а гонки, они для каждого. Что каждый может сесть и поехать по Нюрбургрингу. И это, в принципе, правда абсолютная. И вот этот посыл, он очень-очень приятный. И он подкрепляется совершенно прекраснейшим вступлением. На самом деле, как всегда у Гран-туризма, заставочный ролик к игре — это вот искусство. Кстати, забытое очень многими разработчиками, что начальная заставка вообще должна создавать тебе первый вау-эффект и, в общем-то, заставлять заранее любить игру. Сейчас почему-то в нашей индустрии принято вообще ничего, кроме логотипов, не показывать, сразу в меню выкидывать, что меня лично очень-очень печалит. И вот Гран-туризмо ощущается таким последним из магикан. Начинается Гран-туризмо Спорт божественно, с ролика с кадрами из истории спорта под музыку грузинской пианистки Хати Буниатишвили. И, в общем-то, такое, обращение к классике и сопоставление их с автомобилями, с классическими автомобилями, с тем, что автомобили — это искусство. Оно, для Гран-туризмо не впервые. 5-я часть в свое время начиналась вообще под Рахманинова. И все это плавно переходит в божественную заставку с красивейшим оркестром, который, буквально тебе показывает в таком, почти диснеевском, восторженном таком стиле смысл гонок с огромной надписью «Ездить может каждый». У них там летают самолеты, вертолеты, дроны, шумит толпа, палаточные городки возле Нюрбургринга, салюты, фейерверки, конфетти, марши, махающие флагами. Вот это вся прекрасная атмосфера гонок вот в этом двухминутном шедевре полностью заключена, и ты сразу понимаешь, о чем будет Гран-туризмо Спорт. После этого ты попадаешь в совершенно прекраснейшую менюшку, в которой, я говорю, для меня Гран-туризмо, это вот одна из икон стиля. То, как игра должна звучать, то, как она срежиссирована, как она должна выглядеть. И вот здесь, попав в Гран-туризмо Спорт, я просто офигел, потому что я думал, что лучше, по стилю, чем 5-6 сделать нельзя, но они умудрились все эти менюшки просто заново переизобрести и заставить тебя вот так вот залипать на них, смотреть. У тебя там, по экрану виртуальные автомобили катаются на фоне очень высококачественных фотографий, и понять это практически сразу невозможно. Тебе нужно присмотреться, и тогда ты поймешь, что это на фоне фото, и все это под прекраснейшую музыку, совершенно замечательно. Эту игру можно ставить на скринсейвер в качестве видеообоев, и чтобы вот эта атмосфера у тебя постоянно в доме царила. Настолько это прикольно. И, в общем, дошло до смешного. Первые 4 часа в Гран-туризмо Спорт я не проехал ни одной гонки. Настолько круто и глубоко сделана вся дополнительная часть в игре, помимо гонок, что за это хочется еще раз
повстречать Казунори Ямаути, пожать ему руку, сказать спасибо, чувак. Ты подарил мне массу приятнейших релаксовых минут, потому что ты немедленно окунаешься в фоторежим, он здесь просто бомбический, ну, помимо того, что есть фоторежим в игре, дико навороченный. Есть еще специальный режим, где ты путешествуешь по миру, у тебя есть огромный набор фотографий со всех уголков света, в который ты можешь поместить свой автомобиль, а даже несколько из своей коллекции, которые у тебя есть, поставить там под разным углом, вывернуть ему колеса, включить фары, ну, то есть сделать все то, что мы делаем, когда фоткаем свои любимые тачки, да, вот в разных уголках света. После чего можно настроить по-всякому освещение, применить отдельные фильтры к автомобилю, отдельные фильтры к окружению, там миллион настроек камеры, то есть любой фотограф будет просто в дичайшем восторге. Более того, очень многие из этих мест, на которых ты можешь сфоткать тачку, они реально очень стильные, очень крутые. Это либо архитектура какая-то значимая, мировая, либо какие-то туристические места. И чтобы вы понимали, насколько они сумасшедшие, они прикрутили к игре собственный Инстаграм. То есть вы можете свои снимки публиковать, им будут ставить лайки, комментировать их. И выглядит это вот реально как автомобильный Инстаграм. И, конечно, сохранить в супервысоком разрешении все это можно. И я про это не просто так рассказываю, потому что вот один заморочек с фоторежимом показывает, какие люди делают эту игру и насколько они заморачиваются. То есть это не попсовый фоторежим, который сейчас есть в любой игре. Это видно, что над этим режимом работала куча людей, вот отдельно, параллельно там всей остальной разработке. There are scenes on Gran Turismo and there's a camera shot of a beautiful car set in a beautiful location, just sort of moving around in different locations, looking at the car. And you could sort of sit there for a good 5-10 minutes just staring at the screen. И это только начало, да, того, как ты утопаешь в меню. Потом выясняется, что у игры вот энциклопедичность ее вышла на новый уровень. То есть в Gran Turismo всегда были отличные описания для тачек с историей их создания. Сейчас вдобавок к этому появились музеи различных автокомпаний. Как это примерно выглядит? Ну, можете вспомнить прекрасную игру Need for Speed Porsche Unleashed. На самом деле у вас будет много ассоциаций, мне кажется, вот в меню, по крайней мере, нахождения именно с Porsche Unleashed. Потому что вот эта легкая атмосфера, музыка, то, что появляется на экране много историй, исторических фотографий, все вот это, ну, отзывается в памяти. И более того, у тебя не просто идет перечисление, да, там, дат, вот, выхода различных марок, то, что с компанией происходило. Снизу экрана в этот момент идет еще вот такая вот огромнейшая телега реальных фотографий и фактов о том, что в этот момент происходило в мире. То есть там краткая история не только каждой марки. То есть ты там смотришь, вот эта тачка вышла в таком-то году, ты нажимаешь вниз и смотришь, а что в этот момент в мире происходило. А вот там типа Сталин пришел к власти. Но, кстати, вот про Сталина они промахнулись в датах и событиях. Даже не знаю, кому на эту тему написать. И вот даже по выборке этих исторических фактов виден авторский почерк. Ты понимаешь, что Казунори Ямаути очень интересует классическая музыка, что его очень интересует рок-н-ролл, что, собственно, можно понять по саундтреку Gran Turismo тоже, что его очень интересует наука, что его интересует и физика, и химия, космические достижения, ну и все, что было связано с прогрессом автомобильстроения, конечно. Что он любит театр, балет, там, высокое искусство, и в том числе русское, это видно вот прям невооруженным взглядом. Более того, к музею каждого производителя прилагаются еще видеоролики. Они очень хитро грузятся с YouTube внутри игры, но факт это не отменяет вот ощущение того, что ты листаешь какую-то охренительную энциклопедию про автомобили. Оно не покидает тебя ни на секунду. И вот у меня реально еще раз возникли ассоциации с Need for Speed, причем уже на этот раз с первым и со вторым. Те, кто застал те древние времена, помнят, что там были видеоролики про автомобили. И, в общем-то, справки, описания, да, автомобилей, которые зачитывались голосом. Все это было стильно, круто, модно, молодежно. И вот Gran Turismo Sport прям вот, ну не знаю, напоминает про эти времена охренительные. И я надеюсь, что они про каждого производителя вот так сделают.
И помимо вот этих исторических справок и видеороликов, к некоторым производителям есть еще и такая фотоподборка с отмечанием городов на карте, где у них находятся различные объекты, с описанием, в общем-то, этих сооружений, тестовых различных площадок, абсолютно уникальных у некоторых производителей, да, там каких-то аэродинамических центров, сборочных цехов, там трейдинговых центров. Все это изучать просто вот по казуальному даже безумно интересно. Ты вот уже из меню этой игры понимаешь вообще, что это авторская игра, что она со вкусом, со стилем, что в ней дохренища информации помимо гонок. Ну и вспоминаешь сразу, что вот за это ты всегда в том числе и любил Гран Туризмо, несмотря на то, что теперь он только вот про спорт. Ну, естественно, дальше ты отправляешься на обучение, и выясняется, что оно, в общем-то, все на месте. На месте вот эта сдача на права на малолитражках, фанатичное заучивание поворотов там каждой трассы, с тем, чтобы потом круг первый проехать. То есть эта игра, ту функцию, за которую я полюбил ее, да, за то, что она учит тебя водить автомобиль, ну, Гран Туризмо Спорт эту часть в себе сохранил. Как, собственно, и челленджи с сбиванием различных конусов и прочей самодеятельностью творческой, которую, кстати, всегда выделял Гран Туризмо. Здесь нету заездов по Луне на луноходе, как в 6-м Гран Туризмо и прочего креатива, но вот такой стандартный набор из первых Гран Туризмо, он на месте, то есть базово здесь не придерешься. И, в принципе, игра по-прежнему доступна для людей, которые манали автомобили и гонки. На самом деле с обучением заморочились, вот эту функцию обучить игрока водить автомобиль игра сохранила. Тут есть 3 пресета, когда включаются различные помощники. Я на самом деле всем сразу рекомендую выбирать профессионала, мучиться с реальной физикой, без всяких помощников. Только так вы научитесь действительно водить автомобиль. Потом я в очередной раз восхитился, как гениально весь обучающий процесс создан. У вас там 48 уроков разной сложности, да, в разных категориях, от новичка до как бы серьезных соревнований. И каждый из уроков — это такой маленький шажочек в понимании того, как ведет себя автомобиль. И очень приятно было вот осознавать, что спустя годы те уроки, которые когда-то были мучительными, ты их проходишь легко. Но в какой-то момент все равно упираешься уже в сложные уроки и начинаешь там буквально биться не то что за сотые, да, секунд, а тысячные, потому что дальше там призовое место от бронзы отделяет там реально вот меньше секунды. И в этом огромная обучающая именно способность Гран-туризма. Сначала он учит тебя азам, как разгоняться, как тормозить, как проходить повороты, что такое избыточная проворачиваемость, что такое недостаточная. Учит тебя проходить разные повороты, сцепки поворотов, змейки. А потом начинает на тебя давить и заставлять делать это быстро, проходить их на скорости и преодолевать себя. И это то же самое, что происходит с тобой на реальном треке. Ехать и не вылетать с трассы можно, но спорт, да, значение слова спорт заключается именно в этом. Ты должен выложиться на максимум, ты должен освоить, да, траектории, ты должен постоянно думать, как атаковать повороты. И вот эта часть игры, она по-прежнему потрясающая и доставляет массу фана, даже при том, что я уже там на треках гоняю и в Гран Туризмо играл миллион раз. Проходить обучение, получать лицензии божественно. Сразу скажу, что я рекомендую играть в Гран Туризмо только на руле, но в принципе, если вы соображаете, на геймпаде тоже можно. Есть 3 варианта управления, там на стрелочках, стиками и используя гироскопы встроенные. Но только с рулем можно по-настоящему прочувствовать машину в Гран Туризмо. Но не говоря о том, что в обучении за каждый набор выполненных уроков ты получаешь новую тачку, и тебе, соответственно, на это не надо тратить деньги. Так что проходить обучение не только фаново, но и имеет большой вот экономический смысл. Еще во время обучения ты учишься использовать окружение трассы для вот каких-то собственных маркеров, где стоят конусы, где вывески. Ты запоминаешь, да, вот здесь лучше сбросить газ, да, здесь прибавить. Это напоминает то, как ты проходишь, в общем-то, повороты в реальной жизни. Ты едешь по Нюрбургрингу и помнишь, ага, вот логотип, вот здесь этот поворот стоит проходить так-то. И в этом смысле GT Sport очень круто передает ощущение от реального твоего обучения на треке. Наверное, один из немногих
многих людей, которые совершенно не будет скучать по одиночному режиму Гран-туризма. И вот почему. Уже многие годы разработчики гоночных игр пытаются создать искусственный интеллект, с которым вам было бы интересно гонять на одной трассе. Получалось, честно говоря, у совсем немногих. В последнее время попытки сделать такой адекватный искусственный интеллект в гоночных играх, они фактически прекратились, потому что все гоночные игры уходят в онлайн. И Гран-туризма сейчас, на самом деле, только следует общему тренду. Карьеры как таковой-то на самом деле нету. Вместо нее только онлайн. То есть вот вся та навороченная карьера, за которой всегда любили Гран-туризма, ее просто нету. Она вся в онлайне. У тебя, если хочешь в одиночку поездить, вот у тебя, пожалуйста, есть аркадный режим, как всегда, даже со сплитскрином, если хочешь. В нем, вот, пожалуйста, оттачивай все свои скиллы, гоняйся с электронными болванами, гоняйся на время, можешь даже дрифт-заезды попробовать, там, зашибать очечки. Кстати, вполне интересное и сложное занятие. А если хочешь карьеру, то только в онлайн. Онлайн подсмотрен очень сильно у iRacing, причем он так приведен в очень человеческое лицо. То есть у тебя нет этого хаоса в меню, да, и прочих штук из PC-гейминга, но, в принципе, онлайн очень похожий. Например, тем, что официальные гонки, они стартуют в определенное время. То есть там, примерно каждые 20 минут, на данный момент, не знаю, это может измениться. Каждые 20 минут люди собираются, сначала ездят, практикуются, занимают места, да, там, потом прогревочный круг, потом, собственно, сама гонка. Ну и, в общем-то, по ее результатам игрок получает опыт. Опыт этот, кстати, идет в двух категориях. Одно — это то, как вы выступили в гонке, а второе — насколько аккуратно вы ездили. И это, кстати, охренительное нововведение для Гран-туризма, потому что все мы, когда играем в серьезные гонки, бесимся из-за мудаков, которые врезаются нам в жопу, пытаются нас вытолкнуть на повороте. И, в общем-то, Гран-туризма всегда с ними боролась, выписывала штрафы. А сейчас она таким игрокам ставит рейтинг, чтобы все, кто с ним едут, видели, что это хулиган за рулем. При этом, конечно же, когда ты настраиваешь игру, можно отрубить хулиганов. И если ты плохо ездил, потом тебе нужно ездить хорошо, быть хорошим мальчиком, чтобы вернуть себе рейтинг. Можно, конечно же, по старинке создавать свои комнаты, да, как в предыдущих Гран-туризма, собирать друзей, гоняться. Приятно, что очень детально все настраивается. Ты можешь расход горючего, быстро будет вообще жечься бензин или нет, как быстро будут изнашиваться шины, да, как, соответственно, как часто все будут заезжать в пит-стопы. Все это очень детально настраивается, когда ты вот создаешь свою игру. И можно тренировать самые-самые разные, в общем-то, аспекты. Вся прежняя организация онлайна осталась, но вот глобально онлайновая составляющая выглядит так, и пока на самом деле до конца непонятно как. Что я имею в виду? Ну, на данный момент, вот в первые дни до релиза и на самом релизе, у нас есть просто дейлики, которые мы можем выполнять. Это одни и те же гонки. На день выдается небольшая раскладка, и тут до конца вот понять всю схему онлайна невозможно, но уже есть интересные моменты. Например, ты можешь заключить спонсорский контракт с одной из марок автомобилей, после чего тебе будут давать автомобили на прокат. Ты можешь на них выступать, и, в общем, у тебя есть некие там свои рекламные обязательства, но вместе с ними ты получаешь еще и деньги. И сделано это, конечно, в стиле Гран-туризма. Ты прям подписываешь контракт с собственным никнеймом, тебе выдается сертификат, ну, прям в душе приятно. Очень интересно посмотреть, как эта система разовьется в будущем, но понятно, что игра будет развиваться, причем очень активно, особенно в ближайшие месяцы. Уже объявили, что в игре появится Льюис Хамильтон, который будет у тебя наставником, то есть будут отдельные режимы с ним, но это уже тоже для Гран-туризма не новинка, в предыдущих играх тоже были приглашенные звезды. Игра, кстати, тебя подстегивает постоянно тренироваться. У тебя есть постоянная ачивка за ежедневные тренировки, которая тебе, в общем-то, опыта добавляет. Вообще, на самом деле, каждый чих в этой игре добавляет опыта. Наделали фотографии, получи ачивку, проехал там столько-то миль, там постоянно делал рестарт, пока сдаешь на права, вот тебе еще ачивка. Я, на самом деле, это смешно, но я вот за первые 4 часа, которые я не проехал ни одной гонки, я просидел в меню и делал там самые разные штуки. Я там набил себе 7 или 8 уровень. Ну, в принципе, это прикольно. То есть, если уж делать ачивмент, то за все, я считаю, это приятно. Собственно, прокачка, она постепенно тебе открывает все новые и новые развлекушки в игре, то есть ты можешь здесь разукрашивать тачку там, да, в мастерской, можешь разукрашивать собственный шлем, то, как будет выглядеть пилот. Ты постоянно проходишь гонки, открываешь новые краски, новые возможности как бы индивидуализировать своего гонщика и свой автомобиль.
Но возвращаясь к организации гонок, на данный момент вот непонятно, какой будет Гран-туризмо. То есть вот то, что сейчас вышло, в это можно играть и получать огромное удовольствие, но вот финальные структуры со всеми этими чемпионатами и всем остальным пока просто не видно. То есть на самом деле Polyphony, да, и Кадзунори, они сейчас выпустили платформу такую, да, которую будут развивать. И у некоторых это, наверное, вызовет сейчас недовольство и прочее, но на самом деле, чтобы понять, что такое Гран-туризмо спорт, нужно немножко вспомнить историю самой Гран-туризмо. У этой серии есть давняя традиция продавать демо-версию за деньги. Она называлась, да, каждый раз пролог, начиная с 4-й части. То есть Кадзунори, он каждую Гран-туризмо делает там по 5-6 лет, и поэтому фанаты изнывают, да, не могут дождаться новой части. Sony стучит кулаком: ты задрал там делать свой шедевр очередной 5-10 лет. И вот в этот момент Кадзунори выкидывает им пролог. Пролог, что это такое? Это Гран-туризмо, в котором нет карьеры, в котором есть там вот 150 тачек вместо 1500, 1600, да, как был в Гран-туризмо 6. И есть там набор трасс с разными вариациями, по которым можно ездить. И вот есть новая физика. И, в общем-то, графическая демонстрация движка. Понимаете, да, к чему я? Гран-туризмо спорт — это на самом деле типичный Гран-туризмо пролог, в котором, ну, на этот раз сделали гораздо больше маскарада, чтобы выдать его за полноценный GT-тайтл. И более того, поддерживать они его тоже, наверное, будут как полноценный все-таки GT-тайтл. И вот ругать их за это или хвалить, ну вот каждый для себя решит сам. Ну, если посмотреть там, не знаю, на видеоигру Forza, которая за 7 частей вообще никуда не двинулась, только металась там из аркады в сторону симулятора, и в результате ни тем, ни другим не стала, и зашла вообще в творческий тупик, ну, я могу сказать, что Гран-туризмо спорт, по крайней мере, дохренища нового привносит, как, собственно, в сам Гран-туризмо, так и в видеоигры как жанр, да. Свежие идеи охренительного планетарного масштаба. И, ну, собственно, для фанатов Гран-туризмо и любителей гонок это новые внутренности, так сказать, детали. Новая физика, новая графика, и то, и другое просто охренительное. То есть, ну вот я говорю, начиная с Гран-туризмо 5, Гран-туризмо вышел на тот уровень, когда, ну вот все, можно сказать, что это игра-симулятор. Но GT6 настолько вперед шагнул относительно 5-й, что вообще не верилось. Спорт, вот, на мой взгляд, делает такой же шаг вперед в физике, как 6-й относительно 5-й. И совершенно вот с улицы человек этого понять не может, потому что, ну, в эту игру надо вот на протяжении многих лет играть, и еще лучше ездить на реальных автомобилях. Тогда ты начинаешь вот эти все детали подмечать. Ты понимаешь, насколько, ну, у спорта физика стало глубже и детальнее, насколько там, не знаю, распределение массы стало, да, автомобилей при торможении и ускорении, насколько это сильно стало влиять на вход в поворот. И на самом деле, я, наверное, скажу несколько крамольную вещь для всех любителей симуляторов. Ну, знаете, есть такие люди, которые ездят в iRacing, вставляют все время себе монокль и с умным видом рассуждают о том, какая игра там реалистичнее, нереалистичнее. Когда ты начинаешь гонять по реальным трекам, на реальных тачках, тебя не устраивают практически все симуляторы по одной простой причине. Они не информативные, они не передают тебе ощущение автомобиля, ты не чувствуешь в них скорости, ты плохо чувствуешь автомобиль, и у тебя, да, там, грубо говоря, задница не сидит на сидении. Ну и, конечно же, руль, какой бы хороший он ни был, даже новый от Trustmaster, все равно это игрушка. И чем Гран-туризмо убивает практически всех своих конкурентов, это как раз информативностью. Не только вот как ты едешь, да, в руль, что тебя отдает, как ты чувствуешь каждую кочку, да, как какое колесо куда-то залетело, а Гран-туризмо это все делает, конечно. Информативностью того, что ты сделал не так. В большинстве симуляторов ты куда-то улетаешь, ну ты в принципе можешь предположить, что ты сделал не так. А вот в Гран-туризмо ты можешь почувствовать, что ты сделал не так. Она вот тебя постоянно наказывает и говорит: так делать нельзя. Делай вот по-другому, тогда получится. Try turning into a corner by controlling your speed with the throttle. И каждый раз, когда вы видите, что с вашей машиной происходит что-то не то, что вы каждый раз промахиваетесь мимо этого апекса и уезжаете куда-нибудь в газон, вы понимаете, что причина у этого на самом деле только одна, и это причина вы. Что если машина ведет себя не так, как вы хотите, значит нужно изменить свой подход к машине, к пилотажу. И за счет этой потрясающей обратной связи, которую дает игра, вы почти интуитивно понимаете, что именно вам нужно сделать, чтобы стать быстрее. Просто
наблюдал за тем, как работает машина на очень хорошо знакомой мне трассе, как она реагирует на изменения пилотажа, как она реагирует на изменения резины. Я выгрызал какие-то десятые секунды на каждом секторе и получал от этого просто неописуемое удовольствие. Я понимал, насколько же круче стал физический движок игры, насколько лучше игра стала работать с распределением массы. Я стал просто физически ощущать, как машина перемещает свою массу на переднюю ось, когда я немного сбрасываю газ и касаюсь тормоза, как зацепляются передние колеса в повороте благодаря этому. Даже на такой скорости, когда зацепиться не казалось бы вообще не могут. И все эти ощущения, они позволяли бесконечно играть с машиной, получая на выходе разный результат. А это как раз то, что характеризует любой настоящий симулятор. И в этом ее магия, собственно, и есть. Как вот и с процессом обучения, и вот с этой информативностью, с живостью физики. Она настолько как бы с любовью сделана, настолько фанатично ее авторы пытаются вот воссоздать реальность и настолько вот максимально передать эту информативность от автомобиля, что вот у них это получается лучше всего. Много симуляторов с навороченными физиками, даже, там, не знаю, в аркадных гонках физика миллион параметров учитывает. Но вот настоящее искусство — это передать эту реальность вот на кончике твоих пальцев. И Кадзунори Ямаути со своей командой единственные, кто это могут делать. Так же, как, кстати, единственные, кто могут понимать, какие, в общем-то, детали важны для передачи настоящей гонки. Какая должна быть графика и, в первую очередь, освещение. Потому что, например, да, чем отличается идиот, который играет в Гран-туризмо или смотрит ролики, он начинает говорить: господи, какие там пиксельные деревья, или что такое с освещением, ничего не видно. А тот, кто как-то на машинах ездил, гонял, начинает, наоборот, восторгаться тем, как сделан Нюрбургринг, насколько он, сволочь, живой, насколько он детальный. Это странно, да, звучит, но вот Нюрбургринг во многих гонках есть. Ну вот только включая спорт, да, ты понимаешь, что вот эта трасса живая. И как человек, который ездит на Нюрбургринг почти каждый год, я могу сказать, что такой потрясающей реализации северной петли, как Гран-туризмо Спорт, вы не найдете больше нигде. Когда я ездил по трассе в игре, с каждым новым кругом я замечал какие-то новые детали, которые не улавливались раньше. В первую очередь, разработчики игры просто идеально попали в цвета. Нет ни одной другой автомобильной игры, которая бы настолько здорово умела работать со светом, потому что именно свет в воссоздании атмосферы трассы — это практически самое важное. И когда я еду по виртуальному Нюрбургрингу в Гран-туризмо Спорт, я чувствую, что вот сейчас я нахожусь там. Идеальное попадание просто в цвета даже мельчайших каких-то деталей на асфальте, начиная от граффити и заканчивая какими-то мелкими следами торможения, которые расположены именно в той точке, где большинство машин промахиваются мимо Апекса и улетают в лес. То есть, проехав по реальной трассе и вернувшись после этого в игру, замечать такие вещи — это просто какой-то новый уровень погружения. Это состоит вот в том числе и из физических ощущений, и из визуальных, и с освещением, которое они сделали, а сделали они его просто бомбическим. Этим всем можно только восторгаться. Не должно быть всегда удобно, да, то есть если ты едешь в темноте, а здесь смена дня и ночи есть, и, кстати, ночные гонки просто бомбические, ну, собственно, и в предыдущих играх хорошие были для своего времени. А сейчас, я не знаю, мне кажется, вообще все ресурсы нового поколения консолей, нового PS4 Pro, ушли на то, чтобы показать нам безумно детализированные тачки, сделать охренительные текстуры самой трассы, потому что там тот же Нюрбург с фотографической дотошностью воссоздан. Чтобы как раз фигачить максимум на освещение. Потому что освещение бесподобное. Это еще не фотореализм, но пипец как близко. То есть, ну, ни в одной игре ничего подобного нету. Они говорят о том, что здесь 24 тачки на экране, и по трассе бегают реальные маршалы, которые там махают флагами, и выглядят они не сделаны из двух полигонов. И эти истребители летают, и вертолеты, и, блин, чуваки, это фантастика. Огромное количество труда, вот деталей, ну, видно, что у них фанатично они вложили в том, чтобы не просто воссоздать там трассы, тачки, а сам дух и конкретного автомобиля, и конкретной трассы. Там, где туристы тусят, как там мигалки safety car, да, в ночи, в сумерках, при дожде будут выглядеть. Вот на все вот эти мелочи. И это достойно огромного количества респектов
прогресс охренительный. Это снова самая живая, самая стильная, самая добрая, самая обучающая гонка, которая есть на рынке. Все остальные просто рядом не валялись. Единственное, что демо-версия, то есть платная демо-версия, в принципе, по набору фич она может там тягаться с остальными играми на рынке, где-то будет выигрывать, где-то проигрывать, но не в количестве фич, не в количестве автомобилей дело в Гран-туризмо. Когда эту игру включаешь, те, кто понимает, те понимают. Две большие абсолютно величины. То есть все остальные гоночные игры, которые типа симуляторы, немножко в другой галактике находятся относительно Гран-туризма. Несмотря на то, что пока я в полном восторге от Гран-туризма Спорт, есть некоторые вещи, которые вызывают у меня сомнения, и одна из них — это раллийный режим. Несмотря на то, что ралли в Гран-туризма в том или ином виде присутствовало еще со второй части, то, как оно реализовано в GT Sport, вызывает у меня очень много вопросов. Раллийные трассы в игре выглядят так, как будто они созданы в редакторе из шестой части. На фоне просто потрясающе богатых деталями кольцевых автодромов, честно говоря, ошеломляет. На самом деле, безумно жду седьмую часть. И Гран-туризмо 7 будет, я вот в этом практически не сомневаюсь, что это будет такая же большая, крутая, здоровенная игра с охренительной карьерой, потому что, как я изначально сказал, Гран-туризмо любит не только за спорт, не только за вот эти все суперскоростные GT3, GT4, LMP1, а за малолитражки в том числе, и возможность вдоволь на них погонять, за городские трассы прекраснейшие, и все вот это. Есть, конечно, вариант, при котором они забьют на Гран-туризмо 7 и будут спорт развивать и наращивать как платформу. Но вот мне так не кажется, хотя бы потому, что сама вот эта онлайновая фиксация — это супер хардкор. Это уже отсеивает 80% игроков, потому что, когда ты выходишь в онлайн, ты там приезжаешь 20-м, это как-то очень сразу бьет по самолюбию. И понятно, что большинство людей на этом моменте просто отваливается, а дальше остаются стойкие. И, собственно, наверное, в этом-то и глобальный смысл спорта. Отобрать среди поклонников Гран-туризма супер-супер каких-то хардкорщиков, которые будут за реальные кубки FIA сражаться. И это можно будет показывать на весь мир, да еще и с комментаторами, с болельщиками и всем остальным. Ради бога, я желаю Polyphony Digital, Sony и всей команде, в общем, удачи с этим. Это охренительная, на самом деле, идея. Ее нужно только достойно воплотить. Сейчас это оценить невозможно. Онлайновая компонента пока еще не обросла. Но обычным игрокам что делать, честно говоря, не знаю. Сможет ли Гран-туризмо Спорт влюбить в себя и заинтересовать гонками и спортом так, как делали эти предыдущие игры, я уже оценить не в состоянии. Я могу сказать точно, что Гран-туризмо 5 и 6 на это способны. Я, к сожалению, уже этот этап прошел. И на Гран-туризмо Спорт смотрю уже через призму опыта. Любой, кто хотя бы раз в своей жизни пытался заниматься автоспортом в реальности, стартовал хотя бы в какой-нибудь любительской серии на кубок ближайшей водокачки, прекрасно знает, что автоспорт — это очень дорогое занятие. Это занятие изначально придумано аристократами, богатыми, в общем-то, людьми. И, естественно, в мире сейчас есть огромное количество юношей, девушек, мужчин и женщин, да просто обычных игроков PlayStation 4, которые любят гонки, любят автоспорт, хотят заниматься ими, но не имеют для этого возможности. И я уверен, что Кознори Ямаути делал свою игру в первую очередь для этих людей. Для таких же фанатов автоспорта, как он сам, которые не имеют возможность попасть в него другим способом. Но сейчас с выходом Гран-туризмо Спорт, с запуском первого официального чемпионата FIA, который состоится в 2018 году, случится на самом деле еще больше тектонический сдвиг, который произошел во времена появления Vision GT в Гран-туризмо 6. Только заметит его на этот раз гораздо большее количество людей. Ведь фактически виртуальные автогонки теперь станут официально признанным видом спорта. И признаны кем? Признаны Международной Федерацией этого самого автоспорта, то есть самой высокостоящей в иерархии автогонок организации.
Моя итоговая оценка — это 10 из 10. Дело в том, что Gran Turismo Sport — это ровно та игра, которую я ждал последние годы. Это достаточно убедительный, хардкорный симулятор, который позволяет вам выходить в онлайн без предварительного прохождения через круги ада в виде подбора серверов, пинга, ожидания соперников, обрыва соединения и прочих таких вещей, которые есть в любой другой гоночной игре. Это игра, которая просто позволяет включить консоль и через 5 минут уже оказаться в онлайне. Это то, что было уже успешно реализовано в Drive Club, но сейчас наконец-то попало в настоящий симулятор. Ну, в общем и целом, наверное, от меня 10 баллов, в общем-то, за текущую реализацию того, что есть. Но вот как оценивать то, что есть, платить вот за такой пролог, за демо-версию к лучшей гонке 7-й версии, которая обязательно выйдет или нет, ну, каждый решит для себя сам. На этом почти все. Спасибо, что смотрели. Если вы хотите, чтобы я рассказал, как меня Gran Turismo довел до жизни такой, до всех вот гонок, до того, как я сдал на права, начал гонять на треках и в итоге купил себе muscle car, жмите лайк, я пойму, что вам тема интересна, и я обязательно сделаю какой-нибудь крутой, обширный рассказ с гонками по самым разным трекам мира. Ну и не забывайте писать в комментах, что думаете по поводу игры, понравилась она вам, не понравилась. Не забывайте жать колокольчик, жать на подписку, если вдруг не подписаны. Ну и увидимся в следующих сюжетах. Счастливо!